Ретро-игры подарили нам не только культовых героев, но и абсолютно безумных врагов. Иногда разработчики создавали монстров, которых невозможно объяснить. Они были странными, жуткими, а иногда просто выглядели так, будто появились из чего-то кошмара. И сегодня мы посмотрим на самых необычных врагов из эпохи NES, Sega и SNES. И начнем мы с игры Monster Party. Это одна из самых странных игр, когда-либо выходивших на NES. Сначала кажется, что перед нами обычный платформер конца 80-х. Мальчик по имени Марк встречает дружелюбного монстра Берта и отправляется спасать мир монстров. Но уже через несколько минут игра начинает буквально меняться на глазах. Яркие уровни внезапно становятся мертвыми и пустыми. Музыка начинает звучать тревожно, а враги превращаются в нечто совершенно ненормальное. Один из самых известных монстров игры — это огромный живой кусок мяса с лицом. И выглядит он так, будто разработчики вдохновлялись низкобюджетными фильмами ужасов 80-х. У него нет истории, нет объяснения, он просто существует. Причем Monster Party постоянно делает такие вещи. Здесь есть летающие головы, монстры с человеческими лицами, кровавые стены, живые растения, существа, напоминающие персонажей хоррор-фильмов. И самое странное, игра постоянно меняет тон. Секунду назад перед тобой была почти детская сказка, а теперь ты смотришь на монстра, который выглядит как чей-то ночной кошмар. Именно эта непредсказуемость и сделала Monster Party культовой. Castlevania. Если спросить старых игроков, какой враг больше всего раздражал в старых платформерах, многие сразу вспомнят головы Медузы из первой части Castlevania. Это просто летающие головы, которые двигаются по волнообразной траектории и постоянно сталкивают героев в пропасть. Звучит не слишком страшно, но на практике эти существа были настоящим кошмаром. Особенно странно то, что головы Медузы стали одним из символов серии, хотя визуально выглядят как оторванные головы, парящие по воздуху без какой-либо логики. Игроки ненавидели их, но именно благодаря этой ненависти они стали легендарными. Earthbound. На первый взгляд Earthbound выглядит как легкая и смешная RPG про детей, но чем дальше игрок продвигается по сюжету, чем более странным и тревожным становится мир игры. Earthbound вообще любит превращать обычные вещи в нечто абсурдное. Здесь врагами могут быть живые дорожные знаки, агрессивные кофейные кружки, улыбающиеся культисты и странные абстрактные существа. Но главный источник ужаса здесь — это атмосфера. Многие враги выглядят так, будто они пришли не из фэнтези, а из сна или галлюцинаций. Финальный враг — Earthbound. Один из самых странных и пугающих боссов в истории RPG. Он выглядит как нечто между человеческим эмбрионом, космическим ужасом и абстрактной картиной. Его форма постоянно меняется, а сам бой сопровождается сюрреалистичными фразами и искаженными изображениями. Многие игроки до сих пор считают этого босса слишком жутким для игры с мультяшной графикой. Интересно, что создатель игры вдохновлялся сценами из старых фильмов ужасов. Разработчики специально хотели создать ощущение психологического дискомфорта. И именно поэтому финальный босс этой игры до сих пор считается одним из самых жутких существ в истории ретро-игр. Червяк Джим. А вот Червяк Джим идет совершенно другим путем. Эта игра не пытается быть страшной, она пытается быть максимально безумной. Причем все здесь выглядит так, будто разработчики намеренно смешали мультфильм, научную фантастику, абсурдный юмор и полный хаос. Главный герой — обычный дождевой червь в суперкостюме. И уже этого достаточно, чтобы понять уровень происходящего. Враги здесь выглядят абсолютно случайно. Ты можешь сражаться с бешеными холодильниками, странными мутантами, роботами, инопланетными существами, и самое интересное, игра никогда не объясняет этот абсурд. Для мира червяка Джима все это считается нормальным. Благодаря этому игра ощущается как огромный интерактивный мультфильм, созданный людьми с очень странным чувством юмора. Бугермен. Если червяк Джим был просто странным, то Бугермен решил пойти еще дальше. Эта игра построена вокруг максимального мерзкого юмора. Все здесь связано с грязью, мусором, соплями, отходами. Главный герой сражается при помощи отрыжки, пуков и грязных атак. А враги выглядят как ожившие отходы из канализации.
Некоторые боссы состоят буквально из мусора и слизи. Другие напоминают мутировавшие отходы химического завода. Визуальная игра выглядит как смесь мультфильма 90-х, туалетного юмора и ночного кошмара мусорщика. И удивительно то, что в середине 90-х это действительно считалось крутой и смешной идеей. Если говорить о самых странных врагах в ретро-играх, то обойти стороной серию Parodius просто невозможно. Разработчики Konami взяли классическую серию Gradius и решили полностью отказаться от серьезности. Вместо привычных космических кораблей и инопланетных монстров игрок получает огромных котов, пингвинов, гигантские губы, осьминогов и других совершенно безумных существ. Например, одним из боссов становится Cat Battleship — боевой корабль с огромной головой кота. Он не просто выглядит как кот, при попадании в голову раздается мяуканье. Но дальше становится еще страннее. Если вы знакомы с Gradius, то наверняка знаете знаменитые каменные головы Moai. В Parodius разработчики решили довести эту идею до полного абсурда. На 5-м этапе появляется огромная женская голова Moai. И самое невероятное, она выплевывает изо рта другие головы Moai, которые превращаются в оружие против игрока. То есть разработчики буквально взяли один из самых узнаваемых элементов Gradius, превратили его в живого персонажа, а затем заставили его атаковать игрока собственными копиями. Главная особенность Parodius заключается в том, что разработчики не просто создали смешных врагов, они пародировали собственные игры Konami. Здесь можно увидеть элементы Gradius, Twin Bee и других игр компании. Но все это намеренно перевернуто с ног на голову. Серьезные космические корабли превращаются в котов, привычные боссы получают совершенно нелепый вид, а классическая музыка используется в самых неподходящих для нее сценах. Именно поэтому Parodius выглядит настолько необычно даже сегодня. Это не просто игра со странными врагами. Это игра, в которой странность и абсурд являются главным правилом. И если большинство ретро-игр старались создать запоминающегося одного-двух необычных монстров, то Parodius словно поставила перед собой другую задачу — сделать странным абсолютно все. И, пожалуй, ей это удалось. Если существует игра, способная выиграть конкурс самых странных врагов всех времен, то это Чуаники. Вместо космических кораблей здесь по экрану летают мускулистые мужчины в плавках. Причем это не боссы и не шутка разработчиков. Это обычные противники, которых игрок встречает постоянно. Некоторые из них принимают странные позы бодибилдеров, другие появляются из ниоткуда и атакуют целыми группами. Боссы выглядят еще более сюрреалистично. Гигантские лица, живые статуи и странные биомеханические существа соседствуют с культуристами, словно это совершенно нормально. Даже спустя десятилетия Чуаники остается одной из самых безумных игр, когда-либо созданных. Многие игроки, впервые увидев ее, не могут поверить, что такой проект действительно вышел официально. И, возможно, самая обманчивая игра во всем этом списке — Delfin Echo. Потому что начинается она как спокойная игра про дельфина. Красивый океан, приятная музыка, исследование подводного мира. Но затем атмосфера начинает резко меняться. Игрок сталкивается с расой Vortex, странными биомеханическими существами из космоса. И вот здесь игра внезапно превращается в почти научно-фантастический хоррор. Vortex выглядит не как обычные пришельцы. Они напоминают смесь машины, живого организма, насекомого и глубоководного монстра. Их корабли похожи на живые механизмы, а сами уровни начинают выглядеть холодно и чужеродно. Для многих детей в 90-х это был настоящий шок, потому что игра про милого дельфина внезапно превращается в космический кошмар с атмосферой одиночества и тревоги. И именно поэтому Delfin Echo до сих пор считается одной из самых необычных игр эпохи Sega. Странные враги — часть магии старых игр. Они делали приключения непредсказуемыми, удивляли игроков и навсегда оставались в памяти. Сегодня современные игры выглядят реалистичнее, но именно ретро-эпоха подарила индустрии самых необычных, абсурдных и порой пугающих противников. И, возможно, именно благодаря этой безумной фантазии старые игры до сих пор кажутся такими особенными.